Пау, всем привет, ребят, меня зовут Владимир, вы на канале Яновский, и сегодня мы делаем очередной выпуск за призрака в Evil Nun, в конце концов, потому что мы никуда не попали в предыдущий раз, потому что у нас не работал скрипт, потому что машинка за нами не приехала, и это было очень нехорошо. Это, конечно, меня очень, ну это чтобы расстроило, ну как-то так было. Ну, как-то было так, знаешь. Было не классно. Так, что по звуку? По звуканчику, дорогой мой зритель, который смотрит записи. Ты, ну что, на Evil Nun тоже решил не приходить? Ну, ты, конечно, молодец. Мартик, привет, собственно, в чате. Мартик, насколько хорошо слышно? Нормально слышно? По звуку нормально? Я вроде ничего не менял. Должно быть. 0.3 было, да, 0.3 осталось. Нормас. Значит, ставим продолжить за призрака, правильно? Да. Мы за призрака ничего не боимся. Мы за призрака просто смотрим, получается, все эти... Как они? Ну, не DLC, обновления, апдейты. Апдейты смотрим с тобой. Глобус катаем в основном. Это самое долгое. И красим одежду новой монашки. Их будет несколько, видимо, да? Да. Мы борцы, мы справимся. Вот. Бабку не прошли. Первый стрим по бабке. 4 стрима подряд. На каждом стриме я проходил бабку. И просто бам. 5-й стрим по бабке, и я не прохожу. Я в шоке. Орали всем селом. Представляешь? Ну, хоть здесь еще за призрака покатаем. Дедюля, да доставай ты ствол, мы победим их. Я тебе говорю. Но... Ну, просто игра начинается сразу с проигрыша. Линкольн, привет еще раз. Ну и все. Мы что делать здесь знаем. Здесь еще меньше предметов. Я теперь на азарте. Мне хочется пройти Гренни первую. Сильно, очень сильно. Я тебе скажу так, блин. Первая бабка гораздо сложнее, чем все остальные бабки. Вот в чем прикол. Так, смотри, субтитры еще вроде как должны были где-то быть. Да? Сейчас я найду. Субтитры у меня, по идее, включены. То есть, по идее, они должны переводиться, но они не переводятся почему-то. Вот она сейчас говорит, должны были переводиться субтитры, они не перевелись. Не уверен? Ну-ка, где бабуся? Как бабуся? А где ты? Ты же где-то рядом. А вот. Почему не переводится? Это тоже баг? Ну, выкол. Да, я помню, что надо делать. Только я не могу срастить, почему у меня субтитры не переводятся. Я же включаю. Ну, типа, да, они даже английские не, то есть не появляются. Их просто, типа, нет. Возможно, это очередная карта с багом. Посмотрим. Если с багом, то перезапустим игру. Она, скорее всего, при перезапуске она, возможно, нормально заработает. В крайней мере, скрипт я сегодня тестил. Сегодня скрипт работал. Сегодня машина приезжала. Я видел, что там другая монашка. И... Нифига ты, не пихайся. Вот. И удостоверился, что все работает. Вот. Блин, Греньку не прошел первую. Теперь мне так грустно. Мне так хочется пройти Греньку, собственно. А Нан что-то вообще. Ну, Нан и Нан. Нелли, привет. Ну, Нан и Нан. Какой-то Нан и Нан. А бабка не пройдена. И это я грущу. По звуку нормально, точно всем. Ничего не это. Всех слышно. И меня, и вот это вот все. И тунь-тунь-тунь. Так-то чё, на призраке изи. Классно было бы не на призраке, а вот на призраке. Такой се. Побежал, побежал, прибежал, прибежал. Так, ну и чё, шифта нет, ускориться не можем. Просто идем, просто открываем. Чё, где брать? Мы с тобой знаем. Нужен ли нам ключ? Подожди, а нам что вообще
Нам нужен лом, правильно? Лом же нам нужен же. Правильно я говорю? Или нет? А лом, подожди, где? Так, тут швабры нет. А мне надо вообще швабру? Вроде да. Но это не точно. Ща. Ключ от ИЗО, да. Ключ от ИЗО нужен. Это сотка. Это Опа, а где швабра? В смысле? Тут же все время была. Опять зареспавнилась где-то, фиг пойми где. Да е-мое. Начинается. Вот это вот все. Так. Ладно. Опа. Харри. Твоя швабра. Ты что? Лети. Что-то мне как-то тихо. Оп. Здорово. Не мешай, ты чё? Отойди. Дай-ка мне ключика. А вообще мне ключ нужен, нет? А, лом тут, все нормально. Тогда все четко. Все, лом взял. Как там это дропать? Дроп сделал? Да. Взял и пошел. Собственно, далее что? Дальше мы можем сразу начать глобус катить. По моей великой задумке. Глобус вот здесь. Уродский. Он катится, вот, честное слово, как будто квадратный. Он приклеивается к полу. Он катится непонятно куда. Он делает все, что угодно. А чё вот, собственно, за фигня? Это все? Это на этом наш глобус окончен? Реально? Это кто-то тестировал вообще? Филчик, привет. Давно стрим, только начал. Ты имеешь в виду вообще в жизни или сегодня? Сегодня только начал и походу вот сразу словил это самое. Как можешь заметить, уже все. Походу глобус отсюда не выкатить. Прыгать я не могу. Все, глобус прикачан. Кайф? По-моему, идеально. Сработано. Тот, кто тестировал, тому 2 медали и зарплату огромную. Просто в миллиарды, тысяч, миллионов. Кайф. Обожаю. Ну алло, давай быстрее. Ага, спасибо. Как меня бесит. Мне нет, мне пока что не очень. Ну типа, в режиме призрака это вообще не кайф. В режиме призрака это просто ты исследуешь, ты исследователь игры. Но вот этот глобус, он напрягает. Он напрягает своей очевидной недопиленностью. Это неправильно, так не может быть. Во-первых, слишком далеко толкать. Во-вторых, он так по-уродски толкается. И он, как ты только что увидел, он у меня просто завис. Ну, как завис? Он просто закатился в угол. Я закатил его в угол, окей. Но дальше-то что? Почему он, во-первых, может туда закатиться? Во-вторых, почему я ничего не могу потом с этим сделать? Я считаю, это очень сильно неправильно. И разработчик, конечно, молодец. Точнее, даже не разработчик, а тестировщик. Ну как это так может быть? Тут очень мало контента, на мой взгляд. Типа, базу сделали. Очень, очень классно. Все очень красиво, графики много, навернули, красота, все просто пяти какой-то. Вот. А контента очень мало, предметов очень мало. И вот просто такой бегаешь, и все. Что? С камеры не фокусируется камера? Где камера не фокусируется? Не понял. Нелли, где не фокусируется камера? Я не фокусируюсь. Я сфокусирован. Не понял. Я вроде на фокусе. Или нет? А где я не в фокусе-то? Ну-ка. Оп. Оп. Да в фокусе. Сейчас проверим.
И чё, не на фокусе? Да, фокусе. Не знаю. Не знаю, что это. Что это? Что с этим делать? Я себя вижу нормально. На лице все. Фокус на лице. Не знаю. Посмотрите. Может быть, может качество стрима что-то, не? У кого-то. Который мне говорил. Конечно нет, Филчик. Ну, конечно нет. Я же говорю, мне надо, чтобы ты в Дискорд написал. И еще бы, чтобы я время нашел. Нелли, а что с фокусом? Фокус на месте. У меня 720 сейчас на мониторинге. Я все вижу. Не знаю. Вроде бы не было. Ну, мотани, может, действительно там. Может, пока, я не знаю. Фокус вроде с самого начала. Может, не. Но я вижу, что да. Давай сразу его катанем к выходу, пусть там стоит. Вот этот глобус, я считаю, очень сильно неправильно сделан. Очень плохо сделан. Вот что это? Сейчас я жму вперед. Ничего не происходит. Он круглый. Почему он не катится? Катись, урод. Ты просто меня бесишь. Он не катится. Я ничего не могу сделать. Катись, алло. Он даже, знаешь, он как будто бы не квадратный, он как будто бы треугольный. Он с какой-то стороны толкается, с какой-то не толкается. Он просто упирается, как какой-то камень, как пиксель, я не знаю. Я ничего не могу с ним сделать. Как можно проходить сейчас игру, допустим, если не на режиме призрака? В этой главе, да, первую главу мы прошли, вторую мы не смогли на машине убежать, потому что машина не приезжала. Причем первую главу мы прошли не на призраке. А вторую попросили переключиться на призрака, я переключил. Вот. Но вот этот глобус, он просто, конечно, вообще... То есть они такие классно придумали, что он цепляется за все пороги, предметы. Но почему он не катится-то? ДСа нет. Ну, Филчик, напиши в комментарии под предыдущим стримом тогда хотя бы списком. Ну, типа, какие игры ты, о каких ты играх говоришь. Я же говорю, в чате вы когда пишете... Ну, стрим же несколько часов идет, вы много чего пишете, и естественным образом я все не могу запомнить. Тем более, когда это список игр. Тем более, что в Дискорде их и так много предлагают, трудно запомнить. Эта собака еще их толкает глобус. И вот, кстати, она толкает глобус очень хорошо. Я считаю, что он должен толкаться легко, он круглый. Я бы вообще дал бы... механику такую, чтобы ты подошел, нажал на Е, он бы к тебе приклеивался, пока ты его не дропнешь. И на момент, пока ты его не дропнешь, он катится всегда, вот, то есть он приклеивался бы к персонажу. Я считаю, это очень было бы логично, потому что без этого приема оно очень плохо катится. Вот он иногда прям капец как летит. То есть ты такой врезаешься, он такой, пум, прям с припрыжки полетает. А иногда просто как в камень. Как в текстуру упираешься, он не двигается. Вот. Эфир, не знаю, но мы исследуем эту главу. Я думаю, часа 2, наверное. Эту главу мы исследуем. И, может быть, следующую исследуем. Не знаю, посмотрим. Вот что такое? Ну двигайся ты. Это по-уродски, очень криво. Вот этот момент очень криво сделан. Я считаю, что глобус надо респавнить где-то в другом месте. Он очень далеко, это слишком далеко. Толкать вот этот камень, который не крутится нифига, на такое расстояние, это вообще ненормально. Если бы не было режима призрака, ну, мне кажется, убежать через машину, это настолько долгий процесс. Вот просто вот... Не то чтобы там предметы собрать, а просто дотолкать один предмет через всю карту. Это ненормально. Это, на мой взгляд, это... Если это сделано специально, то это очень глупое растягивание игрового процесса. Вот, кстати, машина. А я, кстати, походу не туда толкаю, да? Или мне показалось? А, да, вот сюда надо толкать. Кайф. Фейк. Привет. Фейк, уже фейк. Да. Да, сегодня 2 стрима. Сегодня сделал Грэнни первую. Блин, это был, по-моему, то ли 4-й, то ли 5-й стрим по Грэнни. И это первый стрим, на котором я не смог пройти бабку, представляешь?
Оказывается, на нормале первая бабка гораздо сложнее, чем вторая и третья бабка. У нее прям реально сложность как будто выше. Там как будто бы и бабка что-то как-то пошустрее, и как-то, не знаю, предметы, что ли. Так все закрывается неудачно, и капканы как-то, не знаю, что где. Я до этого первый раз ее прошел на легкой сложности, а потом начал проходить вторую и третью на нормале. И на нормале было нормально. Я такой думаю, ну и нормально. Вот видишь, то есть они сделали физику этого шара, то есть на пороге и на бордюры он тяжело закатывается, то есть по реализму. Но сам по себе шар катится так, как будто бы у нас... Вот я не могу его сдвинуть, он не сдвигается. Если это сделано специально, то это просто тупо. Вот. Если это просто недоработка какая-то, и это будет пофиксено, то тогда будет нормально. Ну что ты не двигаешься, урод? Он же круглый. Он не шероховатый, он круглый. У нас персонаж вроде бы здоровый, да? Прыгать, правда, не может, но такое. Часов набирать осталось что-то там буквально 230, по-моему. Да, вот да, действительно, в полицию позвонить было бы тоже нормально. Телефоны вроде бы здесь были, да, где-то? Вот, и это капец, короче. С точки зрения вот ощущения от игры, вот это капец. Это я просто уже минут 10 толкаю шар, и при условии, что я знаю, куда его толкать. И при условии, что бабка меня... Что мне никто не мешает, кроме шара, понимаешь? Я борюсь не со злодеем игры, я борюсь с физикой игры. Так не должно быть. Это очень плохо. Тетя Наташа мне вообще ничем не мешает. Мне никто здесь не мешает, кроме вот этого уродского шара. Очень интересно почувствовать, как я буду проходить это на нормальном режиме сложности. Это будет просто великолепно. Но это реально единственная сложность вот в этом процессе. Тупо толкать. Искать место, на котором он двигается. И что я делал? Водички попил, прошелся там. С женой поговорил. Что? Сестра потеряла сознание? А что с ней случилось? Ее сбили машиной. Сестру Мадлен сбили машиной, представляешь? Прикол. Оказывается, тут так можно. Вот я не верю, что это сделано случайно, потому что у них здесь столько физики вот этого всего. На 30 секунд ее сбили всего. И Мадлен сбила машина. То есть вот это все они продумали. А то, что круглое не катается, они не продумали. Так не может быть. Это специально. Ну, мне это вот очень не нравится. Я считаю, это сильно неправильно. Так, вот это хороший вопрос, кстати. Ключ. Ага. Аслан, привет. Аслан, ну мы тут тестируем, ну. Что я делал? Я толкал глобус для того, чтобы попасть ко второму выходу с вот этой головы. Нет активных заданий? Что? В смысле нет активных заданий? А пассивные? А какие-то вообще? А почему заданий нет? Это нормально? Аслан, да вот, да, вроде бы нормально. Но не совсем. Предыдущий стрим не прошел Грэнни. Впервые. Впервые за историю канала. Записал стрим, на котором ни разу не прошел Грэнни. Вот. А во-вторых, вот тестируем игру и вообще не работает. Что-то постоянно криво. То глобус куда-то закатится, то глобус куда-то не катится. То машина не приедет. На предыдущем стриме у нас не приехала машина. О, Пик, привет. Господа, ставьте лайкосики, пожалуйста, не забывайте. Поддерживайте канал. И все. Вот так дела идут. Вроде все нормально. Вроде живы-здоровы. А глобус не катается. Вот, понимаешь, еще бы глобус не катался. Ладно, я там понимаю, бы бабка глючила там или что-то еще. Ну, как бабка, монашка. Но когда вот это вот все, это просто вообще... Это фиаско, братан. Так не должно быть. Так, смотри, у нас есть ключ какой? Никакого нет у нас ключа. Ага. У нас есть шкатулка. В шкатулке какой ключ? Что за черви? Какие черви еще? Какие есть черви? Не знаю, каких червей.
Какие черви. Спасибо, Аслан, спасибо. И тебе тоже. Стоп. Здорово. Нам нужно же тайно это все, я вспомнил, где ключ. В тайном проходе. Так, окей, окей. Так, допустим. Допустим. Ну давай сделаем там срез, сделаем там проход. Нам карта, арт-кабинет по сути не обязательно открывать. Аслан, это по сути Granny 2.0, Granny 10.0. Это игра Evil Nun. Granny-like. Я определяю ее как жанр, как Granny-like game. И нам здесь нужно убегать от монашки, но сейчас мы в режиме призрака изучаем карту, учитывая, что это ранний доступ, сильно ранний, сильно багованный. Вот. Зачем ключи? Берешь лом и тетя, ну все правильно, я тоже так считаю. Учитывая, что они еще и какие-то некрещенные. Вот она, смотрите. Слушай, ну это выглядит здоровый, на самом деле. Так, что, мне надо краску вот сюда, правильно? Соответственно, мне нужен какой-то ключ. Кстати, какой ключ мне нужен? Не Фася. Чопик, чего, говори, пиши. Ты чё? Открываем секретный проход. Открываем... что-то там. Калитку. Закатываем глобус. Поднимаемся на глобус. Сожрет монахиня. Да не, они здесь не жрут. Они здесь так просто вырубают с ног сильно. И все. Такие. Гуманные. Я лом тогда бросаю здесь. Я не знаю, где он еще понадобится. Абсолютно. Беру ключ. Ключ получается от калитки. У меня фамилия Инов. И никнейм получается от фамилии. Вот. Комп у меня характеристики ноутбука, на котором я стримлю, указаны на канале во вкладке о канале. Специально указал. То, что я не помню. Нет, Иноски, когда я придумывал канал и придумывал никнейм, я еще не знал про клинок, рассекающий дьявола, и вообще-то довольно недавно о нем узнал. И персонажа Иноски я не знал, но это прикол, конечно, да. Когда я узнал, что есть такой персонаж, я, конечно, знатно пригорел. Михаил Автон Шорт, привет. Михаил или Михаэль? Или Михаил? Михаил, привет. Вот. Сколько каналу? Ну, где-то 2 года с половиной, может быть, там плюс-минус. Вот, там была пауза на канале. Интересно хоть? Ну, мне интересно, с каким багом мы столкнемся сегодня. Вот что мне интересно, да. Майк, понял. Майк, я понял. Конечно нет, Нелли, ты чё? Ну ты делай, что тебе кайф. Если хочешь остаться, то оставайся. Если не хочешь, то, конечно, иди. Конечно же, конечно. Вот. Ну вообще читается как Майкл, но человек подразумевает Майк. Да? Вот. Вот этот уродский глобус надо было прикатить вот сюда. Для того, чтобы этот уродский глобус где-нибудь здесь завис, да? Глобус, не беси меня. Допустим, к стенке. С разгона прям. Бам. Поехали. Пожалуйста. Пожалуйста, едь. Не знаю. Разработчик, пожалуйста, убирай этот глобус уродский. Делай его ближе. Делай его круглым. Вот. Короче, нам надо было залезть вот сюда. Прийти вот сюда на машину. Вот. Скоро будет Ice Cream по сети. Что такое Ice Cream? Это игра какая-то? Залезть вот сюда, дождаться фургона. Когда он, видимо, будет выезжать. Ну до этого нужно краску взять. Соответственно, желтая красочка вон там. Да? Да. Ice Cream. Я не знаю, что это за игра вообще. Это что за... Что это за игра такая? Оперативка? А я не помню. Оперативка то ли 8, то ли 16. Посмотрите во вкладке о канале. Там все написано. Я не помню. Я не запоминал, сколько. Характеристики компании не запоминал. Вот. От этих разрабов что? Хлобокус? Какой хлобокус? Ага.
Так, стоп, ключ вот здесь, вот тут. И мы, соответственно, берем чик. А бабка, кстати, спит вроде, да? Если не ошибаюсь. Вот, пожалуйста, ключ от арт-кабинета. А, вот бабуся тут. Ага, белишка закис. Слушай, вот эта бабка выглядит вообще здоровой. Получается, заходим. А может быть, в режиме призрака, кстати, не работают эти задания. Вполне вероятно. Они не выполняются, я так понимаю, да? Нелли, да, наверное. Нелли, ты девочка? Вроде да. Мне так показалось. Звучит как имя Нелли. Нелли я. Так. Майкл, я читаю. Я не очень понимаю, о чем ты пишешь. Про игру Ice Cream? Про разработчиков? Наверное. Так, а где арт-кабинет? Подожди. Это библиотека. О. Девочка, ну. Нам нужно было это уточнить. Всем это важно. Что может быть важнее уточнить, девочка ли в чате или нет? В Дискорде 3 девочки. Ну, наверное. А кто у нас? У нас Инна, Нелли и кто-то там еще был, не помню. А, и отряд песиков вроде был. Или тигры-котики, или тигры-хомяки, что-то такое. Вот. Вот. Мистер Мид. Что за Мистер Мид? Не знаю такого. Так, хорошо, нам нужно замарать вещи, получается. Это задача, это задание такое. А замарать вещи получается... А, вот так, да? То есть она такая понесла. А как мне, допустим... Так. Что было, пока тебя не было? Да мы бегали, собирали тут буквально пару ключей. Да, 4К надо добить, я думаю, мы скоро добьем, может быть, даже уже сегодня. Как испачкать вещи? Вот это меня интересует. О. А, ну вот, в общем-то, испачкались. Это считается? Ну-кась. Или вот отсюда. А, вот они вещи тоже, да? Она закрыла. И чё? Ща поедет? Ага, ща поедет. А как я сейчас уже не успею. А может и успею. Ну-ка. Не, ну мне все понятно. Мне единственное не очень понятно, как пачкать вещи. Так, ну да, скорее всего. Давай, Нелли. Нелли, если можешь, не выключай, пожалуйста, стрим, чтобы часы просмотра набирались. Получается, что? Я не успеваю сейчас на эту машину. Мне нужно будет идти на следующую. Очень долго идти. Капец. 1К стукнуло. Прекрасно. Это здорово. Не рекламируйте, пожалуйста, эти самые каналы, не каналы в чате. Хорошо? Это не тактично. Особенно если вы стример или летсплеер. Так, и как? Подожди, я прыгать не могу. Как я могу попасть сюда? Оп. А, ну вот так. Ну и все, я сбежал, да, получается? Ну, получается, да. Изобретательный побег это называется. Ну, пожалуйста. Соответственно, что? Михаил, если хочешь... Ой, Майкл, если хочешь, напиши в Дискорде. И мы там с тобой обсудим, может закоопимся или что там. Ну, вот это вот все. Так и чё, получается, можем пройти уже не на призраке, правильно? Сейчас, если Мартик разрешит мне пройти не на призраке, то я пройду не на призраке. Сразу посмотрим, как разорвутся наши жопки из-за того, что мы будем толкать глобус полчаса. Мороженое ел, понимаю. Да, фургон с бельем и мороженым. О, все. Мартик разрешает, соответственно, проходим. Подожди, а я могу предыдущую? Попробуйте использовать имя любимого блогера. Ну ладно,
Раз вы настаиваете, давайте укажем его. Это самое. Я что хотел сказать. А собственно, сейчас будет типа 3-я глава, правильно? Да? Сейчас же будет не 2-я или 2-я? Не, мы проходим на нормальном. У нас нормальный режим был на 1-й главе. Да, давай за Мартика поиграем. Не Фася, действительно. Так, сейчас бы вспомнить, где у меня на английской раскладке здесь мы. О. Все. Ты будешь проходить главу? Да, я буду проходить главу, да. FNAF? О, FNAF. Ну, видишь, FNAF это на одного. А там, если что, кооп. Я бы хотел предыдущую главу. Мне сейчас какую главу дадут? 3-ю? Или 2-ю? Потому что мне нужна 2-я. А выбора главы я здесь не вижу. Походу мы сейчас будем играть в... Ну, я не уверен. День 1, спасибо. Так, сейчас главное не забыть, что надо с бабкой не пересекаться. Мартик, да ну какие проблемы, ты чё? Какая глава? Да спасибо, да. Мартик, веди себя прилично, и будет все хорошо. Видишь, на доске написано. Смотри. Бабуся следит за тобой. И я тоже. Доберись до прачечной, спасибо. Во, все, нормально, кайф, кайфарики. Соответственно, уже можно бояться, правильно? Уже можно ты самое. О, здорово. Так, ну давай, ты не Грэнни, поэтому тебя я не боюсь. А чё, в смысле, здесь тупик? Кайф. Уже потеряла. Да ладно. О. Хорош. Да. В Дискорде 4 девочки. Ну, наверное. Я не считал, честно говоря, у нас количество девочек. Но 4 так 4. А чё, она все еще следит за мной? Тетя, ты чё там? Ты не можешь так далеко видеть. Я знаю. Так не может быть. А где предохранитель? А, вон он. Чё, сюда пришла? Серьезно? Да ладно. Блин, тетя вообще лютая какая-то. Я считаю. Ох, ё-моё, Виталий. Ну как же ты давно же уже не заходил. Виталий, меня Женек спрашивал недавно, ты с полициалкой вообще уже завязал совсем прям? Или еще у тебя какие-то это есть там возможности учиться? Ты планируешь учиться? Заходишь? Хорош. Скажи мне, я Женьку хоть расскажу, что там с тобой. А то он тоже с тобой не общается, он меня спрашивает, а я говорю, что я тебя давно уже не видел. Кубок на улице? Зачем мне кубок на улице? Подался на новый чё? Керунок? А, на какой керунок ты подался? На БХП, небось? Нормально, это хорошо. Попробуй найти кубок на улице, который рядом с фонтаном. Ты говоришь про какой кубок? Про монашку? Вот этот, который мы находили? Или какой-то еще? Или чего? Вот тут вот в углу фигурка есть, я знаю. Кубок не знаю. Ни разу не приходил на прошлый? А, на массажиста? О, Виталий, хорош. Слушай, а ты массажистом когда-нибудь был? Просто я был массажистом, и мне было бы проще. А вот тебе как? Легиментацию нормально. Хорош. Слушай, ну вот, Женьку расскажу, нифига, он будет рад. Круто. Я очень рад, что ты не бросаешь учебу и двигаешься в этом направлении. Это классно. Нас тут какая-то бабка догоняет. Я не знаю, что ей надо от меня. Я просто прогуливаюсь вообще. Тоже не будешь ходить, Виталий, хорош. Да ты красавчик, конечно. Честен с собой, да? На 100%. Давай, Пик, давай. Пик, если можешь, не выключай, пожалуйста, стрим. Помоги часами. Будь другом. Так, швабрку мне можно, пожалуйста, мою любимую швабрку. Швабрка, приди. Порядок надо навести. Ставка, что? Главное сейчас ставка. А, ставка, ну да, ставка всегда главное. Ставка дело такое. Стейк, о май гад. Стейк это по-взрослому. Где швабра? Кто спер швабру? Бу. Хотел бабку напугать. Она не напугалась. Перла швабру и шлеп. О, здорово. Yes, I'm trying to escape. And I escape from this
Ну, вот это вот все. This church. Да, а как не выключать стрим? Просто звук выключи на стриме, а стрим пусть идет, и все будет кайф. Ну, если сможешь, конечно, так. Не нужна швабра мне сначала? А что мне нужно сначала? Калитку открыть? Так ты думаешь? Сейчас, подожди. Ключ, чтобы открыть комнату. Желтый? Какой ключ? Сейчас, подожди. Для ключа нужен лом. Понимаешь? Чтобы взять, открыть ту комнату, мне нужна швабра по-любому. Поэтому я ищу швабру. Где-то она здесь должна быть. Моя шваберка. Оп-оп-оп-оп-оп. Да? Капец, она далеко видит. Я в шоке. Грэнни так далеко не видела. Вы что устроили здесь? Тетя, уходи. Тебе она надо? Блин, сейчас нас найдут, походу. Смотри. Чё там? Проходить главы, ищем Грааль? Какой Грааль? Не знаю никакого Грааля. А как она так увидела меня? Я же спрятался, типа. Ничего не считается. Блин, ну а кто знал? Кто знал, что здесь тупик? Я не знал. Я думал, здесь можно куда-то спрятаться. Оказалось, нет. Я не понял, где швабра. Блин, я все комнаты обошел. Вот что происходит вообще? Если сейчас здесь швабра заглючит, я вообще, блин, мое почтение. На каждом стриме в этой игре баги. Причем критические. Ладно бы там что-то, но... Можно хотя бы ключевые предметы, чтобы не баговали. Кто это тестировал? Вообще тестировщик, он вообще что? Он как? Он вообще планирует работать? У нас тут тупо швабра куда-то делась. Скрытый шкаф в моей комнате? И что с ним? Первый раз слышу про какой-то Грааль здесь. Знаю про фигурки, знаю про... Что делать? Грааль не слышал. В свою комнату? Сейчас дай швабру найти, а то что-то она меня бесит. Как это так вообще? Меня только что убили из-за того, что я полчаса искал какую-то проклятую швабру, которая должна быть в одной из комнат. Где швабра? Здесь. Алло. В первой нет. Тупик. Здесь швабры. Не вижу я. Опять же. Как это так? Давай в углу посмотрим. Вот она. Кайф. Спасибо. Хоть буду знать, что она здесь может быть. Что-то у меня такое чувство, что теперь монашка заглючила. Потому что что-то ее нету. Ну как это мне не нужна швабра? Мне нужен лом. Чтобы открыть проход, который откроет калитку. Ну, Мартик, ну как это мне не нужна швабра? Как я открою калитку с глобусом? Скажи мне. Если я сейчас не возьму лом. Никак? Мне нужен лом, чтобы открыть потом калитку. Иначе никак. А как мне тогда толкать глобус? Объясни. Куда толкать глобус, если там будет закрыта калитка? У меня мона... А, нет. Вот она, смотри. Давай, давай. Вот начинается, получается, душнота. Моя же комната. А для чего? Чтобы Грааль найти? Я же здесь это самое. Да сейчас схожу, подожди. Я пойду в комнату, пойду. Просто я хочу немножко глобус хотя бы продвинуть по этой карте, потому что это будет долго. Причем чертовски. Я тебе говорю, глобус это просто, ну, это пытка реально. Игровая пытка. Она меня увидела, да? А как глобус вернулся на место? Я же его двигал вперед. О, какое это уродство, если честно. Да, да, да. А, она его сейчас Ну да. Угу. Молодец. Она еще видит так далеко по-конски. Я вообще в шоке. И глобус мне сейчас не нужен. И лом мне не нужен. А что же мне нужно? А почему, Мартик, почему все это время ты не говорил ни про какой Грааль, а сейчас, когда я уже пошел на то, к чему мы готовились так долго, мы вспомнили про какой-то Грааль. Я доверяю, просто мы вроде бы к одной цели шли, а сейчас вдруг возник какой-то Грааль новый, о котором я ни разу не слышал. Вот что меня смущает. Ну и чё, иду куда-то.
Где там наша комната? Сейчас бы найти. Да ё-моё. Ну, вот пришел, и что дальше? Ну. Я пришел в комнату. Что я делаю дальше? Полка с книгами. И чё, там есть книга, дальше что? Сейчас бабка придет. Да ё-моё. Да-да-да. Сумка. Сейчас посмотрим. Ну чё ты встала? Уходи. Тут нет никого. Ты посмотрела, подождала. Все, давай. Правила игры написаны. И накакаты. Твою мать. Как? Что это? Что? А, ну все понятно. Угу. Спасибо, ага. Да, Михаил, это стрим. Привет. Это что, голая нога в кадре? О, срамота. Давай, Мартик, давай. Посмотрим, что нам тут надо найти. Какой-то там Грааль нарисован. Написано на как. Давай смотреть. Итак, окей. Книга с полками. Там есть какая-то что-то. Книга с полками. Так, сумочка. Так, это сумочка. Это сумочка. И что? Ничего не произошло, написано. Другой сумки не вижу. Мартик, давай. Я доверился тебе, а ты давай пиши мне, что делать. Тут я никакой сумки не вижу. Тут я больше никаких сумок не вижу. Что мы делаем? Тут ничего тоже нет. Есть книга. Обидно. Закрыто что? Вот это закрыто? Или что закрыто? Зачем я вернулся и помер? Для чего? Чтобы что? Чтобы вот это посмотреть? Оно так и было всегда. Все понятно. Окей. Внутрь фургона. Чё? А как я могу пройти внутрь фургона? Ну ладно, сейчас посмотрим. Ну, короче, мы двигаемся по старой схеме, правильно я говорю? Как изначально надо было, так и надо было, да? Да, через главную дверь я уже прошел. Теперь мы двигаемся. Это вторая глава. Мы идем по прачечной и через фургон. Вот. Первую главу мы прошли, говорят, их 4. Вот. Что? Тогда у тебя получается что? Нужно пройти внутрь фургона, а не через крышу. Ну хорошо, если это возможно, то мы это сделаем. Спасибо, я забыл свой лом. Так. Сейчас мы будем выполнять невероятно сложный трюк с катанием глобуса. Это самая сложная часть игры шкафчика ИЗО. Я знаю, где он. Мне надо его искать. Я знаю, где он. Но я хочу докатить проклятый... А, ты имеешь в виду, что мне не нужно катить глобус? Если мне не нужно катить глобус, то это великолепно просто. То тогда я скину вот сюда лом. Не знаю, где тетя. А в туалетик сходить? А что там? А что там в туалетике делать? Не знаю. Не планировал идти в туалетик. А что там? Ты что-то прячешь от нас в туалетике? Не знаю. Ну давай, да, сломаемся вот здесь. Да падай ты уже, ё-моё. Бедолага. Давай напугаем мужика в ларьке. Смотри. Ба-ба-ба-ба. Исчез. Отлично. Глобус не надо. Ладно, не буду. А что тогда? Мы типа выполнили уже ачивку с уходом через крышу фургона, и поэтому через глобус не надо? Или что? Или как это работает? Не надо на крышу? Ну все, на крышу не пойду тогда. Опа, спит, смотри. А, я пошел обратно, все правильно же, да? А вторая монашка, если меня заметит, она меня тоже вольнет, правильно? Или она позовет первую? Чтоб... Нифига, смотри, увидела, как далеко. Вот, конечно, ты... Монахиня, мое почтение. Давай, шлепай быстрее. Иду. Сейчас бабуся пройдет. Давай быстрее, ну. Позовет? Понял. Дядя, помоги! Убежит. А, убежит.
Блин, лучше бы она меня в фургон посадила и увезла. Если Филиппа заметит, она просто испугается. Не устали? Да чё мне, конечно, что-то уставать. Ты знаешь, где я устал? На заводе, на котором работаю. Вот там я устал. А если бы я получал достаточно средств, чтобы не ходить на завод, ё-моё, сколько бы стримов ты бы увидел. Сошел бы с ума от стримов. Точнее, даже не только стримов. Я бы и монтировал бы, наверное, и шортов бы, капец бы. Шортов было бы миллион просто. Тут и так-то, в общем-то, можно найти на них время. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту, 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 ту-ту-ту. А чё там тетя вообще потерялась? Вон она. Не заметила. Ну ладно. Донаты. Сделаю донаты обязательно. Моя ближайшая цель получить монетизацию. До монетизации мне осталось 200 с чем-то часов просмотров. Поэтому, пожалуйста, дорогие мои зрители, вы если хотите поддержать канал и меня, в первую очередь, естественно, не выключайте стрим. Нужна поддержка часами. Вот. Я уверен, что монетизация Ютуба не будет давать достаточного количества денег, чтобы заниматься только контентом. И, конечно же, мне придется снова ходить на свой любимый завод. Поэтому донаты я сделаю, поэтому. Но всему свое время. Пока не заслужил донаты, наверное, я считаю. Приехала. Сначала не вылазь. Все понял. Я понял. Мартик, я понял. Докладываю. Пш. Я понял. Пш. Так, Мартик, сколько не вылазить? Я уже вспотел в этом шкафе. До монеты где-то 230 часов осталось. Очень. Прям, вот, прям хорошо так. Осталось мало. Очень сильно. Я помню время, когда нужно было 2000 часов. Вот тогда я, конечно, подсел. Я думал, это невероятное просто количество. Из стрима делать видео? Ну, блин, да, у меня была такая идея, но я что-то думаю, как-то это странно. Наверное. Че, она зависла? В России запретили монетизацию. Понимаю. Справедливо. Хорошо, что я не в России. А бабуленька там что вообще? Мартик, уже можно вылазить? В России запретили Майнкрафт, не дай бог, ты чё? Если в России запретят Майнкрафт, мне кажется, это будет фиаско. Так. Да, видишь, как приехала классно. Да-да-да, 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 да-да-да. Оп. А да, она приехала, посидела и уехала, видимо, не знаю, подождем. О! Вот теперь я слышу, что приехала. Теперь все понятно. Монашка ворчит. Как машина, да? Ворчит, как Жигуль деда. Так, дверь открылась. 4К часов. Что? 4К часов это вроде 5 месяцев реального времени? Наверное, да. Ну, наверное, да. Там, видишь, такой прикол, что за один стрим много людей смотрят, и поэтому, ну, чем больше, тем лучше, конечно. Ну, то есть, типа, за один стрим можно получить много часов. Плюс, если видео пересматривают, то они тоже. Так, они могут сейчас, потому что состояние доступно. Ну, это понятно. Я понял, Майкл, я понял. Что ты из Украины, понял. Не могут скачать что? Что не могут скачать, я не понял. Я не понял, что не могут скачать. Я живу в Польше, я все могу скачать и все могу смотреть, и монетизацию могу поставить, все могу. Так, так. Ну хорошо, я понимаю, что в России сейчас много ограничений. Так, а что у нас? А, Майнкрафт не могут скачать? Да ладно. Не может быть. Как пачкать одежду, кто знает? Что делать? Я вылез. Давай сразу что делать, говори. А то сейчас бабка придет. По попе надает. Я вылез. Докладываю. В фургон залезть?
к фургону пошел. Обожаю. Так, ну... А можешь сразу написать, что делать, когда я к фургону приду? Потому что сейчас здесь вот эта суета уляжется, и мне надо быстро что-то сделать. Ящик будет? Там будет ящик? А, в него нужно будет залезть, да? Ага, хорош. Так, тут бабуся спит же, правильно? Ой, ты чё, пугаешься? Не пугайся, ты чё? Я надеюсь, она пальцем не покажет, где я спрятался. Нифига. То есть та бабка здоровая, но она просто больная психически. Да? Да не может быть. А как можно запретить игру, которая скачивается торрентом? Не может быть такого, чтобы Майнкрафт запретили в России. Так это невозможно просто. У нее ноги голые. Что за фигня игра? Это что, 18 плюс тут какой-то начинается? Прекрати мне. Ты видел? У нее забаговала эта фигня. Опять ждать. Ну а что делать? Может, поэтому здесь глобус добавили этот придурочный, чтобы это... Чтобы... Ну, не чтобы я на голые ноги ее смотрел, а чтобы пока я жду этот фургон проклятый. Слушай, как долго? Я тебе говорю, ну кто это тестил? Неужели есть такой человек, который такой, я тестировщик вот этой игры, мне все нормально. Ну где нормально? Я за это время реально в Гренни 1 жестко кайфую по коридорам, собирая разные штуки. И мне вообще кайф. Здесь я сижу в контейнере полчаса или толкаю глобус 2 часа. Ну что это такое? Ну так... Где кайф вот тут? Пока я не кайфую от этой игры. Она красивая, у нее графика, физика, особенно у глобуса. Вот. Что-то в ней есть, у нее есть перспектива, но... Знаешь, как будто бы разработчики этой игры немножко не выловили вайб Гренни. Потому что в Гренни... Что это за голые ноги монахини? Я не понял. Алло. Вот. Почему она не уходит из этой местности? Это что, прикол такой, типа? Вот. Че она не сваливает отсюда? Голоногая. Что такое за игра у Критгейта? Просто как в реале миссии. Не понимаю, что за игра и у кого. Окей. Прикольный баг. Странный. Не пойдешь в фургон? Понятно. Сейчас пузатая загрузит. Капец, она пузатая, реально. Кошмар какой. Толкаю глоб. Да, вот. Спасибо. Косимус. Идеальное название. Я думаю, мы так сделаем, кстати. Я переименую. Предыдущий стрим по Гренни я написал «Уходим на машине». А потом вышел со стрима и написал «Не уходим на машине». Это будет справедливо к людям, которые будут заходить. Все? Она уснула? Я пошел. О. Корзина для одежды. Так, ящик. И чё? Ага. Только Филиппа может его открыть. И чё? Закрыто на ключ. Ну и чё? Что? Ну? Что? Ну? Вот ящик. Вот. Что? Что? Пачкать в смысле белье пачкать? Ты вроде мне сказал, что надо залезть куда-то. Господи. Вроде же был разговор о том, что я должен уехать в фургоне. Блин, ребят, ну напишите вы конкретно что. Мне до этого написали, ты должен уехать в фургоне. Что это? Это значило что? Краска будет сейчас где? Сначала, да, ну да. Угу. Сначала, да. Спать, побег в грузовике. Ага. Угу, угу. Ну, кайф. Ну, хорошо, ладно. Видишь, я не знаю, может быть на хардкоре это... Но, опять же, когда вот так в этой игре ставишь хардкор, игра теряет свой вайб, потому что они начинают
турбованно бегать и вести себя вообще ну, не натурально. В Гренни ставишь хардкор и начинается просто, ну, бабка ведет себя неадекватно. Она просто начинает очень быстро бегать. Это не, ну, это ненормально, короче. Это как будто какой-то, не знаю. Это странно, короче, смотрится. Вот. В этой игре, вот, допустим, нормальная сложность, да, вообще не сложно. То есть, вообще не сложно, просто ничего не понятно и баги. Все. Такое. Вот в чем, я же говорю, в чем прикол Гренни первой части, ну и второй и третий на самом деле тоже. В том, что они обалденно вот плотно сделаны. Очень, очень вот все прям как надо. Да. Там бабки просто вообще что творят. В третью, да. Я прошел первую, вторую, третью, но первую прошел на легкой сложности, просто чтобы понять вообще, что кого. И вторую, третью начал проходить на нормальной сложности, а потом снова зашел в первую, поставил нормальную сложность. И вот все кайф, просто, ну, по-честному проигрывал. Просто по-честному не находил там что-то или там что-то где-то в пролетах постоянно мешкал, и она меня ловила. Но классно, нет претензий. То есть ты играешь такой, ну да, я на лестнице пробежал нужный этот лаз, и там встрял где-то, меня победили. Вот. И поэтому к Гренни вообще нет претензий. Она просто вот максимально оптимальна. Она как будто, знаешь, золотая середина. А где моя краска? А, вот она. Так, и чё? Подожди. Так. Я сейчас не могу ничего испачкать, правильно? Ага. А что мне нужно сделать? А, о. Что? Бросьте предмет. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. А я испачкал. Дальше что мне делать? В машину я не могу сесть. Я бросил, не сработало. Я испачкал, вроде, но не сработало. Вещи в ящике? В ящике вот в этом или в каком? Кайф. Не в том ящике. Ага, класс. В каком-то другом ящике. Ага, о. А, в том, на котором замок. Очень интересно. А как я испачкаю вещи? Кайф. Как я испачкаю вещи, на котором замок, если не секрет? Как можно испачкать вещи, которые закрыты в ящике? Такая, ну это, не знаю, это абсолютно странная дичь. Это странно. Я понимаю, что это ранний доступ, но это какой-то шлящ. Испачкай вещи, которые, говорит, закрыты на замок. А как это вообще? Как это? У меня передо мной открытые вещи, вещи на замке, и даже непонятно, что это вещи на замке. Видел там? Ну, хорошо, давай, ладно. Это игра не про монашку, это игра про баги. Мы боремся здесь против хищных багов с кувалдой. И эти баги атакуют... О, здорово, как там оказалось вообще? Эти баги нас атакуют, и мы пытаемся вот это все преодолеть. Эвелин Broken Mask, да. Так это она и есть. Это же игра Эвелин Broken Mask. Ну и что? Играл в ту часть, которая Эвелин Брук. Так это она и есть, да. Просто здесь вроде допилили 4-ю главу. А мы сейчас на 2-й. Пытаемся понять, что такое грязная... Что такое одежда, которую нужно испачкать. Очень сильно. И очень сильно не получается. Но, честно говоря, я не сильно напрягаюсь-то, в общем-то. Просто не понимаю, что делать. Огромнейшая локация. Просто. Вот в Гренни в 3 раза меньше дом. Плотно. И ты бегаешь, и все вообще нормально. То есть ты знаешь, что можно там отвлечь, там присесть, сюда лучше не ходить, здесь лучше стрельнуть, и все у тебя в порядке. Здесь огромная площадь какая-то. Я тоже считаю, что... Знаешь, бабка, она... Как будто бы бабка доделанная игра, а это как будто бы недоделанная игра.
Вот. И поэтому получается странная дичь. Вот. Ну, кайф, кайф. Ага, не успел. Окей. Как Джеки Чан не получилось. Во... Чё? Бабка там тупит что-то наверху. Да, да. Ой, забыл написать в чат. Ты чё? Напиши. Каждую субботу, слушай, говорят, каждый четверг вываливают обновления. Мне писали в комментарии предыдущего стрима, что каждый четверг вываливают обновления на эту игру. Да жду. Ты мне скажи, вот там, я только что побросал туда, там надо марать какую-то другую одежду. Я не знаю какую, я не понимаю. Когда она спит, там нет одежды, одежда стирается. Соответственно, я не понимаю, как ее можно Я вообще не понимаю, что здесь происходит. Это огромная карта, на которой лежит от силы 3 предмета, и они криво работают. Вот. Реально. Ну, в этом же есть проблема. Почему бесят игры? Потому что вот... То есть ты не играешь в игру. Ты просто пытаешься пройти между багами. Вот. Поэтому, когда меня спрашивают, как игра, вот как конкретно, как игра, плохо. Как игра, плохо. Визуально хорошо. Как что угодно, нормально. Как игра, плохо. Вот. Угу. Что? Что говорили? Грэнни кайф. Грэнни кайф все 3 части. Грэнни просто кайф все 3 части. Нелли. А что забыла написать? Вот эта корзина, которая стоит, она заглюченная или что с ней? Быстро приехала, да? Повезло нам, конечно. Вот, видишь, вещи она сейчас ставит. Мне такое чувство, что надо их как-то заморать почему-то. Но опять же, фиг знает вообще. Я не знаю. Давай марать. Мартик, вот сейчас Мартик напишет, что марать, и я буду это марать. Мартик, что будем марать? Нелли, ну пиши. Вот же ж мы тут же. Мы же все читаем. Мартик, что мы будем марать? Напиши мне. В какой момент вылазить, в какой момент марать? Скачать Грэнни первую часть? Ну, хорошо. И что? Я тоже могу. Мартик, давай, я жду. Я вот сижу, жду. Давай, пиши, у нас малая задержка в чате. То есть не наименьшая, а малая. Давай, я жду. Прям вот смотрю в чат и прям жду. С русским переводом ни разу не видел Грэня. Куда идем? Вот это нужно марать? Вроде нет. Блин, Мартик, ты так пишешь, это долго будет. К ящику. К какому? Вот, я все заморал, все, что мог. Холс, привет. Я все заморал, все, что мог. К тому, к какому к тому? Который где? Опыца. Босс пришел. Что значит ужасно? Что значит ужасно? В смысле, тебе не нравится первая часть Грэнни? На котором замок? Ты имеешь в виду... Там... Ты имеешь в виду 3 ящика, на которых замки? Правильно? Или на тот, на котором замок в грузовике? А что такое вообще? А что творится-то? Передаю привет Андрею. Андрей, тебе привет. А я вот так пройду сейчас. Как ниндзя. Ты... версия Грэнни 1.1. А у меня версия Грэнни 1.3, кстати. Может, поэтому. Да, вот я тоже хотел... Косимус прям успел, меня перехватил. Скажи конкретнее, что делать. Потому что замок висит там. Я там все изморал, ничего не работает. Если ты имеешь в виду... О, спасибо, Холс. Если ты имеешь в виду, что нужно заморать там, где стиральные машинки, где вот эти замки передо мной...
Ну так и напиши, это же не ящики, это стиральные машинки. Ящики я уже все поморал, они не работают. Либо не работает, либо это баг, либо чё, либо где. Вот понимаешь, какая тупость? То есть, а представь, что нет человека, который подсказывает. Да я вообще фиг знаю, тут огромный замок, куда идти? Найдите прачечную, замарайте что-то. Что замарать, твою мать? Напишите конкретно стрелочку, я не знаю... Напишите замарать вещи на стиральной машине. И напишите на каком-нибудь ящике стиральная машина. Хотя бы по-английски, хотя бы как-нибудь. Ну что это такое? Тут глобус полчаса толкаешь, и потом хрен пойми, что марать надо. И меня это вообще это бесит прям. Я прям ненавижу такое в играх. Зачем это? Это что такое? Это какой-то бессмысленный стресс с багами. Я же не тестировщик игр, мне не платят за это деньги. Я купил эту игру. Почему я должен не понимать, что здесь происходит? Какой кошмар вообще. Тетя там, приезжай скорее. Нам здесь грустно без тебя. Вот эти ящики. Боже, на фургоне ящик. Когда она пойдет спать, ты выйдешь из шкафа, там на фургоне сверху, на фургоне будет ящик с замком слева, испачкай и спрячься. Я пачкал его только что. Ты что, ты же видел, я побросил, в каждый сундук бросил. Там сундук в фургоне. Окей. Мне показалось, что сейчас до этого я бросил краску в каждый сундук, который там был. И снизу, и слева, и с замком. Ничего не произошло. Она ехать собирается там, нет? Бабуся, дедуся. Давай там быстрее. О. Окей, в фургоне слева с замком. Правильно? Правильно. Все, внятно написал, я внятно прочитал. Я пошел омарать. Но это на самом деле такая тупость, что я сам не понимаю. Я взрослый человек, заплатил за это деньги. Я как бы опытный игрок, не первый раз играю. И я не понимаю, что от меня требуется. Тут везде одежда кругом замки. И мне написано: измарайте одежду. Мое почтение разработчику. Как он мог сделать такую красивую визуальную игру и так сильно забагованной механикой? Взаимодействие просто уродливейшее. И это вторая глава. То есть вышла уже 4-я, а 2-я так криво работает. Глобус этот уродский. Я в шоке. Я понял, что они команда. Они как команда дерьмово сделали. Или ты не о них? Слушай, у меня вопрос теперь. У меня есть как бы много людей из России, из Хабаровска в частности. И я спрошу у них по поводу того, как скачивают они Майнкрафт. По идее у всех все работало. Все, засопело. Я пошел, смотри. Я иду. Ящик с замком. И умираю. Класс. Ну, я, блин, услышал, что она сзади была на самом деле. Но я подумал, что вдруг показалось. О, это великолепно. Да. Это великолепно. На 100%. Давайте казнь посмотрим. Кому-то было интересно, это не помню кому. Да. Но эта игра доставляет мне страдания. Серьезно. То есть от этой игры я не кайфую. Грэнни я бы проходил бы еще 3 часа, пока не прошел бы. А это, ну... Самое интересное, что она выглядит-то нормально. Она не выглядит как какая-то уродская бетка. Она выглядит нормально, но играется она отвратительно уродско просто. Конечно, давай. Т-лаунчер. Это лаунчер, доступный в России для... Я тебе говорю, вот я тоже не понял. Если бы запретили Майнкрафт в России, мне бы уже, наверное, много людей написало об этом. Потому что мы летом планируем стримы по Майнкрафту. Естественно, с тиммейтами. Я уверен, что паника бы уже поднялась такая. Да и как это возможно вообще? Как возможно запретить Майнкрафт, если это игра, которая распространяется как вирус практически? А я вообще здесь вышел? Так можно?
Это же вирусная, бесплатная игра. Как ее можно запретить? Ты ее можешь скачать, типа, отовсюду вообще. Ну. Не знаю, что-то как-то это странно. Я не слышал о таком. Блин. А здесь есть какой-нибудь вообще обход? А. Вот тут только разве что, да? Не бесплатно? Что? Ща, так, все, я пошел. Вот, не, в Грэнни не будем. Давайте, мы уже с Грэнни не справились, давайте здесь справимся. Мне не нравится не справляться с играми, это странно вообще. В телегу? В какую? У меня нет телеги, у меня есть только Дискорд. Так, окей. Надо же открыть, да, правда? Кто-то где-то, что-то почему-то. А сейчас победят? Надеюсь, что нет. Опа. А где ты? А, вон. Да нет, не пойду я к тебе, ты чё? Ты неприятно, я к тебе не пойду. Я поспрашиваю у ребят, которые играют в Майн. Но что-то я сильно удивлюсь, если каким-то образом Майнкрафт нельзя скачать в России. Это будет фантастика просто. Так, а что за фигня? Ха. Почему я не вижу опять? Телега бомбит? Да, серьезно? Блин, очень интересно. А давно это произошло вообще? Слушай, ну Майнкрафт запретили в России, это сильно. Это прям очень интересно. Очень интересно об этом поузнать. Так, ну давай, бабуся, не беси меня там. Потеряй, пропади. Все, я спрятался. Меня нет. А где это самое? Ну ты понял. Что-то я не понял. А, вон он. Серьезно? Он всегда здесь был? Ладно. Прикол. Бу-бу-бу-бу. Ладно. Бу-бу-бу-бу. Бу-бу-бу-бу. Нашла? Не? О, фига ты. Ай-яй-яй. Ой-яй-яй, засмотрелся. Да. Баги не выпустят меня из этой игры точно. Так. Видел чела. Очень интересно. Я просто представляю, там же токсичное сообщество. Там, наверное, мне кажется, куча людей из окон сразу повыходили. Что, Майнкрафт запретили в России, мне кажется, сейчас просто детский стресс подлетел на 100 миллионов %. Миллионы токсичных, безумных детей сошли с ума в этот день. Так, а где меня мочканули? Вот это, кстати, классно. Это я сейчас буду искать. Так. Пойди вспомни. Туру. А я не помню. Где-то. Да ну не находи. Блин, надо заново начинать катку, потому что она меня где-то убила, а я не знаю, где теперь искать этот... Как его там? Ну ты понял. Да, пожалуй. Она меня где-то убила, и теперь этот предохранитель где-то валяется в углу. Я фиг его найду вообще. Так. Следующий эфир будет завтра. Точно не скажу во сколько, но точно завтра. И... Ну, походу, блин, по бабке. Да, я потерял предохранитель. Она убила меня где-то на каком-то повороте. Я теперь буду долго искать. Лучше давай просто заново начнем. Все равно мы никуда не ушли. Я узнаю про Майнкрафт вот буквально завтра с утра. Точно. Завтра с утра по польскому времени. Не, мы пройдем вот это все, что здесь есть. Когда меня будут спрашивать, понравилась ли мне игра, я буду говорить нет. Потому что игра конкретно мне не нравится. Типа, как это все играется, это просто... Уф. Хорош.
Выглядит все прекрасно. О, чё? Ну хорошо, к этому претензий нет. То, что она повернулась неожиданно, окей. Допустим, искусственный интеллект на это самое заблоковали. Да слушай, если заблоковали, я только рад. Это же прекрасно просто. Это же великолепно. Вот когда в России запретят Steam, я тебе уверен, вот тогда там начнется жара. Это точно. Когда в России запретят Steam, мне кажется, точно начнутся гражданские войны, восстания, походы крестовые, все подряд. Потому что тогда люди точно с ума сойдут. Да. Из-за войны. Ну, конечно, из-за войны. Из-за геноцида. Это даже войной трудно назвать. Это просто убийство мирных граждан. Это вообще просто позор. Это такой позор страны. Это просто, я не знаю, как это описать. Столько страданий, за что вообще? Так, а можно я, пожалуйста, пройду это место? Что-то мне... Походу все. А, нет. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Слушай, ну она там даже какие-то фразы вкидывает прям по теме. Говорит, не ломай мой ритуал, там тоси-боси. Круто, круто. Это круто, еще бы игра хорошая была, было бы вообще супер. Ну что ты там? Все еще хочешь меня догнать? Так, не надо. Дидада, тетя, дидада. Потеряй меня. Спасибо. Надеюсь, потеряла? Так. Опа. Ой, ну, потеряла? Потеряй меня. Давай попробуй. Вот, Косимус, кстати, может проверить. Там, видишь, Майкл пишет... Майкл же? Пишет, что нельзя... Это самое... Нельзя скачать. Нельзя скачать T-Launcher. Поднялось много шума. Мы подняли шума. Больше шума. То есть, типа, если у тебя скачан T-Launcher, то все в порядке, а скачать T-Launcher ты не можешь? Было бы странно, если бы это было так, но... Не, ну то есть получается, как бы Майнкрафт работает, не работает... Слова Украине перевел. Да. Да, Майкл, мы знаем это. Ну, я знаю точно. Это ужасно. Я так понимаю, что T-Launcher, типа... Что? Я не могу понять, что конкретно запрещено. Запрещено скачивать T-Launcher? Или запрещено делать подключения? Или что запрещено? В чем затык поиграть? Вот что. Конечно, капец. И что самое капец, что это же не единственный случай, понимаешь, Майкл? Прикол в том, что это принцип. Это сейчас... Это то, что происходит уже год. Это же не первый, то есть нельзя скачать майн. Ну ладно, давай мы разберемся с тем, что там нельзя с майном, потому что непонятно, что конкретно нельзя. Нельзя подключиться к онлайну, нельзя скачать T-Launcher, потому что запретить скачивать Майнкрафт, я думаю, невозможно. Потому что слишком много уж там копий. Да, даже в той же России, на российских серверах. И я думаю, торрент невозможно зачистить. Это физически, наверное, нереально. Ой. Вот эта монашка, она, по крайней мере, на средней сложности, она такая, чисто номинальная. Она что-то существует, где-то ходит. У меня проблемы с тем, чтобы принести нужную вещь в нужное место. Монашка просто молодец. Просто что-то ходит, орет. Ну как орет? Он даже не орет. Она верещит. Опа, хорош.
Но физика звука, спасибо, хотя бы есть. Хотя бы я слышу шаги. С какой-то стороны, слева, там, справа. Ну реально, вот зачем делать такую большую местность? Это же капец, это же жестко. Косимус что, Майнкрафт не запускается? Yes. Реально, Косимус? По сути, да не может быть. Я думаю, Косимус не писал. Ай, хорош, хорош, хорош. Ай-яй-яй-яй-яй. Какой стрим получился. Косимус, нет. Даже лаунчер, вау. Вау, там, по-моему, что-то приехало. Хорош. Майнкрафт нельзя купить. Так его не так нельзя было купить. Его же не... А кто-то Майнкрафт... Подожди. Ну Windows же перестал сотрудничать. Ну купить... Кто покупал Майнкрафт вообще, кроме меня, идиота? Я купил Майнкрафт. Но остальные-то бесплатно играли. Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Косимус. Ой-ой-ой-ой-ой. То, что Microsoft перестали... Да, это правда. Microsoft не работает. Но просто прикол в том, что в России никто никогда не покупал Windows и Minecraft. Все качали пиратку и работали на пиратке. Нелли, следующий стрим завтра. Нелли, следующий стрим завтра. Так, хорошо. А так пофиг. В смысле? Так а чё, Косимус, в чем проблема? Нельзя купить? Так купить-то пофигу. Купить его никто никогда не покупал. Windows нельзя купить и Minecraft нельзя купить. Но это как бы пофигу. Minecraft давно... Ну, в смысле, Microsoft уже давно не работает с Россией. Помню, где надо пачкать. Ща. А чё она не храпит? FNAF 9 надо запланировать FNAF. О, захрапела. FNAF надо запланировать. Просто так не будем FNAF делать. Ну, в смысле, там... Когда-нибудь. Ща, подожди. Вот этот морать, правильно? Скажи мне. Я правильно мораю? Я все заморал. Вот все ящики заморал. Все, что можно, я все заморал. Почему нет активных? Ладно. Там есть взаимодействие. Да шо ты? Да шо ты? Ну я жал на... Отвечаю, меня просто раздражает эта игра жестко. Она прям, ну, бесит. Прям она бесит. Взаимодействие есть. 6 концовок во FNAF 9. Ну, слушай, FNAF дойдем тоже. Есть Outlast, есть FNAF, есть куча еще хороших игр, а мы играем вот в это, понимаешь? Это просто великолепно. Ну, а подожди, а тут же и должен быть сейчас короткий проход, нет? Надо, я понял, взаимодействие, я понял. Есть взаимодействие, хорошо, я понял. И если незаметно, я уже вообще, я спокоен просто. Я уже просто принимаю то, что здесь происходит. Ну слава тебе, Иисусе. Окей, взаимодействие, хорошо. Хорошо. Отче наш не надо будет читать, я надеюсь, где-нибудь там, на повороте. То я забыл его. Да я и не знал. Но это бомба, это меня бомбит, конечно, жестко. Это просто какая-то пытка. Это пытка игрой. Так не должно быть. Ну, спасибо, тетя уехала. А можно мне краску мою, пожалуйста? Спасибо. А где моя краска? Что? Это, понимаешь, там еще везло до сюда дойти. Вот в чем прикол. То есть вот сейчас у меня исчезла краска. Как ты думаешь, что я буду делать? Я снова пойду в кабинет рисования. Представляешь? Зарегистрировался в телеге просто так. Понимаю. Пропала краска. Я сейчас вернусь в кабинет ИЗО. Если там не будет краски. Ну... Что тебе сказать? Да я понял, да. Надо взять краску, подойти к ящику и нажать на взаимодействие. Хорошо, хорошо. Даст Боже сработает. Тут только так. Походу...
тут только так. Ну все, окей, хорошо. Краски нет. Мгм. Мгм. Возможно, краска зависла внутри фургона. Давай посмотрим. Это же нормально. Это же разработчик же это предусмотрел. Он же вообще такую красивую игру сделал. Смотри. Красота же. Людям нравится. Так ну и чё? То, что Майнкрафт нельзя купить в России, всем пофигу. Это вообще не проблема ни для кого. Я уверен. Его никто и не покупал никогда. Зачем, если... Преимущество Майнкрафта в том, что в него можно играть бесплатно. Я так считаю. Очень сильно я в этом убежден. В том, что можно играть на утюге. И в том, что можно играть бесплатно. Это все преимущества Майнкрафта. Перед остальными песочницами. Да, второй стрим за день. Вот. Шума поднял. Ну, слушай, Майкл хотел что-то это рассказать тебе. Да, странно, конечно. Ну, я очень сильно сомневаюсь, что кто-то поднял где-то шум по поводу того, что Майнкрафт нельзя купить. Так его никто никогда не покупал. Это же чистая игра для детей дошкольного, школьного возраста. Вот эти вот бешеная токсичная аудитория, которая в миллионных копиях скачивает это все. Меня больше интересует T-Launcher. То есть, можно ли сделать так, чтобы T-Launcher не работал? Некоторые IP... Ну, это вот IP-адреса, которые не в России. Скорее всего, это сервера, которые находятся не в России. Они, естественно, и заблокированы. Но серверов в России выше крыши, я уверен. И я думаю, там масса людей, которые играют в Майнкрафт, играла, она и будет играть, и ничего с ним не будет вообще. И денег они никаких не потратят, и они не планировали его никогда покупать нигде. У них все... У них все нормально. Так, ну чё, мы смотрим, что там в фургоне. Я, конечно, вообще в шоке. Эта игра, это просто шедевр, реально. Это лаунчер нельзя скачать. Вот смотри, так тут замок, как с ним взаимодействовать? Нет взаимодействия, смотри. Есть взаимодействие только с замком. И так оно и было, кстати говоря. Ну, то, что у меня краска заглючила, это, конечно... Да, ну плюс VPN нужно. Можно спрятаться. Как прятаться? А как спрятаться? Нужно заморать сначала. Ну хорошо, тогда мы перезапускаем. У нас краска исчезла. Вот просто представь, если бы мне не подсказывали, вот с подсказками за час 28 разобрались. Ну, то есть практически, да, мы там тоси-боси через крышу уходили. В принципе, конечно, да, задача у нас выполнена в том плане, что мы ушли с карты. Да. Вот, да, теперь наконец-то заработало. Ну, посмотрим, как это с краской будет работать. Вот. Надеюсь, сработает. Но вот просто представь, что если бы Мартик не подсказывал бы, и мы бы даже не пытались бы, догадался ли бы я сам, что именно в это место нужно как-то взаимодействовать с краской. Сомневаюсь. А где она топает? О. Да ладно. Но она что, телепат какой-то? Вот. Мартик, да ты-то ни при чем. Ты-то помогал. Ну, в смысле, тебя никто ни в чем не винит. Просто что... Игра шляпная. Так как-то вот так. Да фиг его знает, честно говоря. Как бы я догадался. Просто, ну, я же мог бы ведь пойти куда-нибудь в другое место искать, что там где. Хотя прачечная одна, наверное. Чего уж там. В том-то и прикол, что
Просто неизвестно, сколько бы это могло продолжаться. Ну, это, я не знаю. Это субъективно, но просто, когда есть другие варианты поиграть в Outlast, поиграть в что-то еще, страдать вот здесь и испытывать абсолютно непонимание, что происходит. Не знаю. На данном этапе раздражает, конечно. Но в целом, почему нет? Я надеюсь, что эта игра допилится и будет прекрасной. Но, как минимум, я уже за нее заплатил деньги. Вот, и... Хотелось бы, чтобы моменты были адекватными просто. Толкать глобус так долго нереально. Это странно. Лучше бы добавили еще пару замочков открыть, а не глобус толкать. Говорят, 4 глава потная, кстати. Там какой-то лабиринт или что? Выполнить одну просьбу. Давай одну просьбу, конечно. У нас сегодня просьбовыполняльческий стрим. Так, что за просьба? Еще какой-то грааль найти в комнате. Так, где? О, он нашел. Что за просьба? Так. Тайна церкви? А что-то там про какой-то лабиринт писали. 3-я или 4-я это глава? Что-то там трудно очень сильно кто-то писал. Ну, блин. Очень интересно, что для этой игры трудно. Толкать 2 глобуса? Это да. Если там нужно будет 2 глобуса толкать, я реально скажу, что да, это действительно. Смотря на вебку, сказать подпишись, а зачем? Подпишись. И чё? Лабиринт самый... Вот, лабиринт, да? Ну хорошо, посмотрим. Посмотрим, конечно. Что за лабиринт? Так, ну допустим. Бабуся где-то дремлет в сторонке. Сейчас, как обычно, из-за угла как кинется. Как поймает. Ну и все, чё. Прекрасно, Косинус. Отлично. Просьба выполнена. Хорошо, будем взаимодействовать с ящиком. Вот так вот, когда знаешь, как это работает, хотя бы уже появляется надежда на что-то. Так, Мартик, Спэт. А что делать, когда я про взаимодействую? Вот он испачкает одежду, и дальше что? Что произойдет дальше? Я подойду, нажму действие. Он что? Он спрячется или он испачкает? Что он сделает? Ну давай мы посмотрим. Тут просто вот это вот этот уродский момент, когда ты что-то делаешь, и она почему-то как будто бы гораздо быстрее сразу просыпается. То есть это будет действие на то, чтобы испачкать. Потом нужно будет сваливать. Окей. Вполне вероятно, что пока я буду пачкать, она уже проснется, и мне придется не в шкаф бежать, а опять по кругу, короче. Скорее всего, будет так. Потому что почему-то, когда я подхожу к машине, она мгновенно просыпается. Че там с тетей? Вроде же шумел двигатель, не? Закрыть я не могу ничего. Год назад заблокировали. Да. Microsoft как перестал работать, так и продажу перестали. Вот это. Майкл, Майнкрафт не сломан. В России Майнкрафт не сломан. То, что его нельзя купить, никого не интересует. Если там один человек собирался купить Майнкрафт и не смог, это вообще... Все. Автобус перестал приезжать. Да, я обожаю эту игру. Это великолепно, конечно, да. Это классно. Это просто победа. Пиратская... Да им пофигу, Майкл. Майнкрафт там... Майнкрафтерам по барабану вообще. Они будут играть... Они в бесплатную играли и в пиратскую. Им ничего не надо.
Им не надо ничего покупать. Они никогда ничего не покупали в России. Windows никто никогда не покупал. Поэтому то, что Microsoft перестал там что-то кому-то продавать... Genius, привет. Пофигу вообще. В России никто никогда Майнкрафт не собирался покупать. Только альтернативно одаренные типа меня. Я купил Майнкрафт, причем 2 версии. Windows и Java, по-моему. Если не ошибаюсь. Ну, так я и в Польше, у меня все работает. Да, мало то, что приехало, у нас тут приключения Genius просто на $1 000 000. У нас уже что-то здесь не происходило. И краску мы теряли. И в луже я падал. И пендаля мне давали. Бабка с молотком вообще куда-то потерялась тоже. Так, ну хорошо. Че, мы увидим, кстати, как она сядет спать сейчас. Поэтому побыстрее взаимодействуем. Да я вообще в шоке, ну. Стоя спит уже. О, я слышу. Тетю. Вовремя. Отлично. Тихо-тихо там, не шурши в кустя. Так. А почему нет активных заданий, я не понял. Как это работает? Дальше что делаем? Тигра-зайцы, привет. Вот и еще одна девочка в нашем чате. Мы сегодня девочек в чате считали. Вот тигра-зайцы просто Лёля. Доброе утро. Доброе. Дальше что, Мартик, что дальше делаем? У нас тут наконец-то свершилось. Почему-то у нас нет активных заданий. Мне это непонятно. Что-то пошло не так. Возможно, баг. А? Мартик, что дальше по расписанию? Пиши скорее. Задержка пока пройдет. Нас уже задолбят. Спрятаться в фургоне вроде говорили. Что это значит? Жди, пока она отнесет испачканную одежду. Ага. Давай. Вот, открыла сундук. А, вот сейчас можно спрятаться в сундук, да? Когда загрузится в лифт, они пойдут спать, иди беги в этот ящик. Отлично, отлично, отлично. У меня почему-то нет активных заданий. Меня это пугает на самом деле. Лёля, я жду. У меня чувство, что у нас сейчас ничего не сработает опять. Потому что нет заданий. Они же должны быть. Они же должны открыть мне следующую главу, правильно? Записку с лифта? Записку с лифта? Мартик не говорил про записку с лифта. Не паникуй. Ты чё? Как это не паникуй? Смотри, что со мной происходит. Я только здесь только и паникую. Я в этой игре только и делаю, что паникую. Так, тетка с этим идет. О! Пищевой лифт поднялся. Ага, о. Ничего себе. Ща. Там тетя ходит просто с этим. А это что такое? 21 день? А, окей. Я пошел прятаться, пока меня не поймали. Стой, 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 куда? О, хорош. Перфекто. У меня нету заданий, я не знаю, не прогрузились, наверное. Фигня какая-то. Шуми краской. А я пошумел, что, не? Колокол, что, в смысле, серьезно? Да ладно. Не проснется? А как я спрячусь-то? Не фасе. Мартика, она сама, говорят, не проснется. Реально? Да ладно. Оно же стирается, оно же должно там... Или что, или не? Краской в колокольчик. Слушай, я боюсь, что я просто не успею. Это же далеко. Смотри. Я не попал. Да твою мать, давай попадай. Я боюсь, что я не успею просто. Или успею? Офигеть, успел. Вау. Да я как Хитман. Крэнк, привет. Крэнк, ты уже победил всех черепашек? Или кто-то еще остался? Там вроде бы кто-то остался, кстати. Не помню. Успел же, да. Как и довольна, а? Харю отъела, конечно. Так, ну чё, кайф?
Я надеюсь, глава откроется следующая. А почему у них... Да, почему у них одна монашка с красными глазами, а остальные в порядке и что-то никого не интересует. Что там, бабка побежала куда-то. Так. Глава откроется. Ну, давай, наверное. Что проходить буду? Сейчас посмотрим. Лёля, не бойся. Все пройдем. Монашки будут наказаны. Сильно. Главу пройду? Конечно, пройду. Демонов вызывала. Она у них занимает пост вызывательницы демонов. Ну да, они, конечно, это, конечно, не православненько здесь все у них. Реально нам весь путь показывают под грустную музыку. Хорош. Душевно ушли. Красиво. Да? Филиппа в рабы взяла? Ну, не знаю даже. Чтобы воскресить дочь? У них тут такой глубокий трагический сюжет, реально. Вау. Вау. Мне стоит даже сопереживать кому-то из них. Вау. О, это что еще? Здесь что, реально глубокий сюжет есть какой-то? Дядя, ты чё? У тебя руки светятся. Нифа соби. Огромный сюжет. Вау. Ну это просто что? Ведьмак какой-то? Создала своего рода. Меня еще прикалывает, что здесь записки с вот такими текстами и пролетают просто в 2 секунды. Я не успеваю даже изо всех сил прочитать. Ну, она исчезает, а журналов я здесь не вижу никаких. Так, окей, у нас что-то открыто, да? Давай сразу на нормальном режиме пройдем. Я думаю, мы справимся. Бегите, спрячьтесь в грузовике. Все, отлично. Мы спрятались, мы сбежали. Правильно? Да ладно, что ты не зубы показываешь. Так, ну Мартик справился, получается, со 2-й главой. Ну, конечно, буду проходить главы. А чё нет-то? Мы же этим и занимались, разве нет? Лучше призрак, там сложно. Ну, так давай. Просто мне с вашей помощью не сложно, лишь бы игра не баговала. С вашей сложностью на нормальном режиме нормально. Что сейчас откроется? У нас открылся какой-то потайной шкаф, тайная комната. У нас открылась там какая-то будка. Сразу в бункер идти. А что за бункер? Куда это? Это подвал? Где у нас здесь бункер? Я не знаю, где бункер. А в какой бункер? Я, говорит, тебе говорил. Ну так ты скажи мне, куда бежать-то конкретно? Какой бункер? Окей, open. Тот книжный шкафчик. Вот это бункер. Ну, окей. Ну так, блин, ребята, я не был еще в бункере ни разу, поэтому я не знаю, где бункер. Конечно, я спрашиваю, где бункер. Это что за мега-куб еще? Покинуть игру и перейти в историю создания? Ни хрена себе. Класс. А поиграть можно? Так. Так. Дальше что? Закрой. Я не могу закрыть его, кстати. Он не закрывался. Я попытался закрыть. Ой-ой-ой. Во. Закройте потайную дверь. Я не могу закрыть. Она не закрывается. Во. Понял. Теперь понял. Надо было обойти. И чё, и все? Тетя меня здесь не найдет? Да ты чё? Посоздавала магии здесь? Так, ну хорошо, у нас здесь 2 прохода есть. Один, естественно. Я уже в какой-то Skyrim попал тут местами. Кубок. Бункер что? И чё? И чё? Могу поставить что-нибудь куда-нибудь? И чё? Маска какая-то. А это чё? Картина, чистый холст. Я должен рисовать? Это что, дары смерти? Ничего себе.
Я шо, Гарри Поттер какой? Это что, новая заставка Мармока? Черт побери. Что за игра? Так, окей. А, это сюжет, типа? Блин, реально сейчас заставка Мармока начнется. Прям очень похоже. Так, зеленый этот самый ключ, да? Да давай, я уже понял, что ты прям уже. Это первая глава? А до этого что было? Ультрапролог, блин? Я в шоке. Дайте почитать что-нибудь. Я думал, что еду в летний лагерь. Здесь я уже много дней. Я думал, они солгали мне. Я не знаю, знали ли мои родители, куда я еду. Еще раз. Куда они меня привезли. Или они были частью этой редкой истории, что бы это ни значило. Теперь это уже не имеет большого значения, хотя я скучаю по ним. Отец, мать, злая монахиня. Теперь это моя единственная семья. Она делает все, что можно. Что? Все возможно. Но она не знает, что такое любовь. С тех пор, как случилось это несчастье. Отлично. Несчастье, значится, случилось. Там, значится, закрыто. История создания, значится, крутится, вертится. Я, значится, валю в зеленую комнату. Правильно? Стой. Там кто-то шуршит. Я не хочу. Открывай. А как открыть? О. Да открывай, ну ё-моё, дверь. Че мы с тобой сейчас будем тут возиться? Направо, налево, налево, направо, выход, вход, я пошел. Пам-пам. Сложно? А что сложно? Ну, в смысле, монахиня одна, я пошел. О, здорово. Ха, мне не туда. А что, его сейчас реально по кругу... Да ты не слышишь меня. К фонтану? Так подожди, я еще не дошел до фонтана. Правильно? Мне же надо открыть. А что там на фонтане я буду искать? Давай-ка я вот эту штуку открою сразу. То меня напрягает вот это постоянно. Пам. А что на фонтане будет? Сейчас я пойду к фонтану, да? Или там все открыто? Я не могу понять. Вроде бы нет. Ага. 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 Так, надо было на двери дропнуть. Ну все, как обычно открываем ворота, я понял. Вот эту штуку я надо, наверное, у двери дропну. Однозначно. Пам. Сейчас сюда придет. Скорее всего. Тетка. Тетка. Не пойдешь? Ну ладно. А я вот тут пойду. Как говорится, по одной тропе ходить не будем. Там тетя уже. Она все знает. Она все злая. Чик, пык. Все, я пошел дальше. Не знаю, что-то загрустило где-то. О, нифа себе. Ничего себе. Ты нашла меня. Собака. Собака. Давай, го сюда, быстрее фонарями свети своими. Зеленая дверь. Я знаю, где зеленая дверь. Она справа. Справа у фонаря. Ее не надо искать. Тем более там было даже нарисовано на экранчике, на мониторчике. Шпеус. Пачереус. Пойдем. Подняты шумы. Двери закрыты. Зеленая дверь справа снизу. Вон там. Оп. Я пришел, я открыл, я зашел, я смотрю. Офигеть, классно, супер, спрятаться надо, не надо, я пошел. Это что? Что? Рецепт к лифту для изготовления? А, взрывная кукла, да, что-то я такое слыхал. Мининовский, ничего себе, вот этот канал. Сделал видео, Иновский просит подписаться. Конечно, маньяк. Ну, понял, спасибо, спасибо. Ой, ты что там, Грааль? Ничего себе. Ты граальнул мне. Ой, чуть не упал. Так, вот это, кстати, тупиковая локация. Тут мне не нравится. А что за билет? Мне нужно куда-то его дропнуть, чтобы не потерять. Есть такое? Не маньяк? Точно? Ну ты первый, кто так делаешь. Как будто бы маньяк. Так, а я не могу, да, правильно? Офигенски. Ну это Грааль, да? Мне нужно его достать. Это логично. Eagle Junior High School. Yes, of course. Выйти из этого помещения. Естественно. Ну, сейчас, подожди. Не все так просто. Надо дропнуть билет, да? Мне же не нужен сейчас билет или нужен? Ищи лифт. Вильям Маньяк. Понял.
А мне билет с собой брать? Тут книги у нас лежат. Да? Или чё? Ты мне скажи. Рецепт нужен. Все, я беру, я несу. Лифт, говоришь? А, реально открыто. Тут же вроде было закрыто. Я не помню этой местности в целом. О! Ой, фу-фу-фу! В смысле, я умер? Да ладно. Чё? Меня мухи убили? Я ничего не понял вообще. Я не в курсе. Я не в курсе, что произошло. Я даже не понял, куда я пришел. Я куда-то пришел, и все. И мухи забрали мою душу. Это дьявольские мухи, я знаю. Но я уже понял, что к пчелам. Только я не понял, что я вообще. Как это так-то? Там же эти пчелы. Ну кто знал? Да ладно, что? Ну пчелы, пчелы. Как говорится, пчелы тоже люди. Что-то делали. А я пришел, напугал. Вот этот лифт. Это похоже на лифт. Не, подожди, лифт был где-то здесь, да? Или нет? Так, это кладовая белья. Это кладовая бильярд. Ой, это что еще такое? Это я не знаю. Как я возьму рецепт? Не знаю. Сейчас пойду как-нибудь возьму, наверное. Это какая-то дверь. Ну а чё? Разработчик же предусмотрел. Он же предусмотрительный. Вот, все лежит, нормальная тема. Так, пчелы, значится, да? Очень сильно это, конечно, похоже на пчел. И на улье. Я вообще сначала подумал, что мухи. Я думал, что здесь кто-то дохлый. Да, покусают. А чё, собственно, лифт? Лифт где? Можете просто сказать, где он? Из локаций, которых я знаю, я не помню, где здесь есть лифт. Это лифт, это не лифт. Это монахиня. Кто-то знает, где лифт здесь вообще находится? Я знаю, где монашка, вот она. Фонтану, а я где? Лифт около фонтана, а я где? Около этого фонтана? Или какого? Ё-моё, чуть не догнала. Вот это лифт? Это похоже на что-то, но не очень. Странно, около фонтана лифт? Очень интересно. Нет, баба Зина, не сегодня. А где реально рядом с... Я с тем фонтаном или нет? Рядом. Или рядом с каким-то другим фонтаном. Ну, запыська, я что-то взял там. Справа от лестницы у фонтана. Справа от лестницы у фонтана. А с какой стороны? Вот с этой или с другой? От фонтана. Справа. От лестницы. У фонтана. Справа. О. О. Это не вентиль, это управление фонтаном. Лифт. О. Хорош. Шпеус. А куда я его должен засунуть в себя? А? Дропнуть? А, хорош. Что? А, теперь мне нужно сюда положить куклу и динамит? И ключ? Кнопка лифта для изготовления. Да? Кидай рецепт. И чё? А теперь чё? Я кинул. Докладываю, рецепт кинул. Что должно произойти дальше? Следуй по рецепту. Типа ищи, искай. Динамит, кукла и завод. Завод-развод. А это что за место вообще? Это можно? Ага, ну естественно. Решай головоломки. Головоломки. Так, то есть тупо ходить по всем комнатам, правильно, да? Кукла динамит, крючок для запуска. Ага. Ну хорошо, я понял тебя. Ну все, теперь Владимир начинает смотреть все комнаты. Вот тут, кстати, да, что-то было открыто, но с какой-то другой стороны. Ладно, значит, Владимир пошел изучать комнаты. Кайф, кайф. Куклу я ищу. Я не нахожу. Замок, я так понимаю, там краска. Красить нам вроде не надо. По синим рукам идти. Да ты чё? Вот это неплохо. Так, по синим рукам. По синие руки. Метла есть.
Записка есть. Куклы нет. Ну, слушай, по синие руки были здесь. Ладно, толкну глобус разок, чтобы он не скучал. Я вот эти записки вообще не успеваю читать, если честно. Вообще без вариантов. Так, а где еще по синие руки? Она не нужна. Да я знаю, что она не нужна, я просто так взял. Положу здесь. Вдруг что? Я не вижу... Подожди, может быть, кстати, на сцене. Как будто бы сцена располагает для куклы. Так, вроде нет. Ну ладно. Хотя вот тут что-то было. Так, это не то. Сюда я не могу. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Окей. О, записка. Прочитать я не успею. Даже без вариантов. Кукла. Так, ну слушай, синие руки были только на кабинете... На библиотеке. Больше нигде не было. Нет, никого не было здесь. Ты чё? Нет, даже не думай. Никого здесь не было сегодня. О, это что такое? А, сюда нельзя зайти. Чего? Голубям явно нравится это окно. Молодцы. На грани случайно забаговал? Забаговал? А где в грани какие-то близнецы есть? Ты имеешь в виду деда-бабу? Баба-деду? О, прикол. Так, ну слушай, вот тут что-то одежду шьют, может здесь кукла есть. Но синих рук я больше не вижу. Синие руки там буквально. Спортзал? Спортзал? Так мне сказали оттуда уйти. Ничего себе, вы чё? О, стой! Синие руки есть. Какой спортзал тогда вообще? Так. Нифига, тут что-то все открываться начало. Так. Па-па-па-па-па. Ручка нужна, да? Ножка нам не поможет. И зачем мне это все? А еще одна часть Грэнни какая? Если ты говоришь про части, которые дальше третьей, то я не считаю их частями Грэнни. Я считаю... Отверстие для запястья. Ага. Маска, которая спасает? Где? В Грэнни? В Грэнни есть маска, которая спасает? Может быть, это про какую-то другую часть Грэнни, о которой мы не знаем? Но это такое. Спортзал, говоришь, да? Слушай, ну синие руки меня довели до куда-то, но что-то как-то все. О, аккуратно, ты чё? Не сбей меня. Ну давай, сейчас в спортзале все находятся. А ты же мне сказал уйти из спортзала. Я думал, там нет ничего. Ладно, я тут все оставлю тогда. Пойду. Да открывайся ты. Окей. Let's go. Так, тут не надо. Че, говорили, что на средней сложности реально сложно? А меня никто не мешает вообще. Я хожу как этот. Кайфую. Так, окей. Спортзал, так спортзал. Ну вот, я пришел в спортзал. Так. Синие руки меня должны привести. Или что? Или подсказок здесь больше не будет? Вижу книги. Урну. Еще книги. О! О! Это что еще такое? О! Ничего себе! Это что еще такое? Шкафчик фаната? Шкафчик? С кодом? О! Тихо. Где-то кто-то шуршал. Ну, шкафчик это... Ух ты. Здравствуйте. Пэлс, Почеребус. Никого не вижу я. Оп. Туалетик. О, раздевалочек с шкафчиком. Ну вот же. Сейчас меня найдут, да? Не надо. Тетя Дидада. Она не знала, что я здесь. Как она сюда попала? Я вообще не понимаю. Что такое-то нет твист? Я не знаю такой игры. Я спрятался в туалет. Она не должна была вообще сюда зайти. Она не могла понять, что я здесь. Она не видела меня. Она, может быть, услышала. Я не знаю, что здесь за телекинез у бабки. Но она творит какие-то невообразимые вещи просто. Бабуся просто двигается на телекинезе. Каким-то образом.
Давай, Мартик, давай. К сожалению. Ты, конечно, бы вот тут сейчас бы помог. А может быть, мы уже просто стрим слишком долго делаем, не? Может быть, пора уже просто зафиналить? Все важное в спортзале. Ну хорошо, это хорошо. Я просто в шоке от того, как тетя меня находит неожиданно. Да-да-да. Спасибо, Мартик, спасибо. Так, ну и чё, я все, я погиб, правильно? Кайф. Не знаю я. Не знаю I я. hope your body can withstand this punishment. Otherwise, I'll have to bury you. Искать шкафчик. Было похоже, что шкафчик фаната это тот, на котором табличка наклеита, честно говоря. Да, наверное, мы доиграем сейчас 5 жизней и уже точно зафиналим этот стрим, потому как минимум 2 часа мы уже проиграли, во-первых. Во-вторых, в принципе, цель-то задачу мы выполнили. Нам нужно было что? Скрыться на крыше. Мы это сделали. Наконец-то добрались до какой-то первой главы вроде как, да? А их 4. Я думал, мы до этого уже 2 прошли. Оказывается, нет. Да ладно. Уже меня увидела. Фантастика. Или не увидела? Или что за музыка интригующая? Так, ну и хорошо. Нет. Подождешь. Где мой билетик? Билетик мне. Быстренько. Опа. 18. Вот. А что за фигня? А где ящик фаната, в смысле? Все открывается. Никакого ящика. Где могу спрятаться? Есть же задание. Ну я ищу, да. Что? Нет, все спрятанное в классах 3А и 6А. Хорош. Так. Ну, то есть это вот 3 как раз такие предметы, которые надо найти, да? О, вот это я не открыл. А что ты? Опа. Это прятать еще, ага, понял. Так, ну хорошо, то есть шкафов тут дофига будет. Ладно. Как скажешь. Еще одна. У-ля-ля. Какой-то фанатский. Типа. Не знаю, они все в наклейках. Получается тут как бы что. Вот он. Кайф. Да дропай, конечно. Нафиг нам это надо. Я так и знал. Ну, конечно, конечно, конечно. Еще одну вещь не пропустить. Так тут одна вещь. Или нет? Тут же одна вещь. Написано в спортзале и в 2 кабинетах. Здесь-то какая вещь? Еще. Ты имеешь в виду вот эту вещь не пропустить? Я нашел. Кукелка у меня. Кукелка захвачена. И чё, ты долго будешь топтать тут? Хорош. Да? Серьезность? Где меня убили? В смысле, вот тут? Нет, тут, наверное, нет. Тут книги. Тут чисто книги. И все. Или ты имеешь в виду там, где были какие-то столы? Там какой-то предмет? Вот тут? Тут я не вижу тоже. Ничего. Где узко? Да-да-да-да-да-да. О! Ручка. Была. Ручка, да. Хорошо. Спасибо. Genius. Спасибо. Так, ну кулку-то я сейчас бы раскину, да? Прям вот тут, прям на входе.
Прям раз-два и понеслась. Да, вроде бы да, надеюсь. Дроп. Пошел за ручкой. Лорд, help me, бе-бе-бе-бе. Да ладно, не ищи меня. Меня нет, я ушел. Я потерян для тебя. Че, сюда идет? Да, ну не можешь ты ходить сюда, ты чё? Бесит, конечно, полчаса вот это ждать, пока она разагрится. Агр у нее капец долгий, длинный. Она видит издали, и я вообще в шоке. И на телепатии гоняет просто. Да ладно, сейчас найди меня еще здесь. Своим зорким глазом. Ручка от напольных часов это где-то там, где это, да? Ну, я думаю, найдем. Сейчас тетя ушлепает только калошей своей. О. Так. А она телепортировалась, что ли? А, вон она все. Все, нет претензий. А, стоп, куда я поперся? Eagle Pride. Игол. Так. Она опять где-то идет? Тетя, ты чё? Ты прекращай. Так, ну надо сейчас ручку от часов, получается, это самое. А ручка это как бы дополнительный какой-то, это даже не квест. Взрывную куклу. Так, ладно. Я так понимаю... А, стоп, это вон там. Я так понимаю, ручка, она как бы что? Она мне даст, наверное, какой-то ключ от какого-то кабинета. Вот это, кстати, да. Это, кстати, очень да. Короткий проход. Да. А, я не попробовал, ну ладно. А чё не спим? А кто будет монашек гонять? А? Что это значит? А что это? Надо погонять монашек сначала перед сном, чтобы им спалось хорошо. Да и мне с тобою. Вот эти часы, да? Какие-то козырные. Чё? Ага, о, ни хрена себе. Это штука для завода. А это кабинет какой-то? Это кабинет Ладно. Это было глупо, согласен. Это кабинет 3А. Ну, это логично, да, действительно, кабинет 3А, все типа, да. Чики-пики. Последний день. А, нет, the last day. О, нет. Что же мы будем делать? Так. 3А, и там что-то какой-то 6 еще, да? Интересно, а в другом кабинете тоже будет все непросто? Ой, не фрись, ты чё? Так, ну сейчас бы только вот случайно бы не напороться на нее. Все-таки последняя жизнь. Последняя жизнь это жесть. А можно здание чекнуть? Так. А, 6А. 3А, 6А. Получается, если это 3А, то 6А, оно где-то чуть там будет правее, да? Понял. А в 6А нужны какие-то ключи, интересно? Хоть бы нет. Было бы прекрасно, если бы нет. Ну-ка. Тутур, 6А. Ё-моё, ты чё шумишь? Раз. 2. 3. 3А вот. Это было 6А. Чё нужно найти? Нечто. Ай-я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 й. Подожди, динамит надо найти. Да ладно, ты чё, серьезно? Строка для книг? Книгу надо положить. Ёк-макарёк. Какую-то особенную? Класс. Это прекрасно. Сейчас бабуся сюда придет. И за жопку нас возьмет. Какую-то книгу надо положить. Странная кафедра для книг, говорят.
Короче, вот у кафедры нужна особенная книга. О, началось. Особенная книга. Ну, это похоже на ту особенную книгу... А, ты что, подожди, где меня убили-то? На ту... Да бери ты уже. На ту книгу, которая там у них... на их этом, да? Она в спортзале тоже. Тена. Ладно, пойдем искать. Ну, то есть, типа, все лежит в спортзале. Ну да, блин, логично, конечно. Ну ладно. Чушь. Чушь там. Чушь там. Там-то чушь там. Ну да, тогда. Ты чё, не пой, я ж тебя так найду. Такое чувство, что это я ее ищу. Дайте молоточек. Я найду какую-нибудь монашечку. Тут. Буквально разик. Так, ну это дроп. Это, я считаю, дроп. Пошел в зальчик. Поищу. Поищу да подкачу. Охренеть, как ты меня увидела-то? Ты чё, сдурела? Вообще непонятно. Может, у нее читы какие-то стоят? Увидела меня прям из-за поворота. Почти прошел главу. Вот это да. Вот это жижа. Ну-ка, подожди. Надо спрятаться куда-нибудь. А то тетя психует вообще почем зря. Пам-пам-пам-пам-пам. Оп. Все, давай, пока. Какая-то особенная книга. Слушай, ну она должна как-то выделяться, я надеюсь. Есть такое? Есть короткий проход. Да, это классно, но мы сейчас откроем. Там ты говоришь, где это, да? Где часы? Ну, посмотрим. Сейчас тетя уйдет. Тетя, уходи. Вроде ушла. На лестнице? Лестница. Ща. Оп. Особенная книга. Вот эти не особенные, правильно? Гутела волюмела. Эти как будто бы обычные. Короткий путь. Вот тут ты вроде говорил, да? Или нет? А какой здесь может быть короткий путь? Нет, тут нету. Окей. Вот тут мы не ходили. Так, особенная книга. Особенная книга. О. Стоп. А зачем? Мне не надо. Так, подожди, тут мы брали куклу. О. О. Письмо. Записка. Я беру. Так, ну это и кайф, это здорово. Это сюда. Хорош. Так и нифига себе. А мне сейчас где библиотека? Тут где мне что искать-то? Уже же все комнаты пройдены. Да ё-моё. Я слышал. Ладно. Книга в самом спортзале. Спасибо. Так. Где куча книг? Ага. Оп. Куча книг. Оп. О, вижу. Поди-поду. Я понял. Не надо. Тидада, тетя. Тидада. Фига она далеко там. Она капец смотрит. Дьявольский взор просто какой-то. Я сейчас пока оттуда добегу, она забудет вообще. На таком расстоянии мы. Забудет, где я, кто я. Я уже сейчас и вот тут-то все возьму. Так. Ну не фаси. Ну не фаси. О! Динамайт. И будет Dominate. Так. Тихонько. Бабулейло. Не пуржи. Такие... А где, собственно, потом взрывать? Ладно, сейчас соберемся с мыслями. Ты чё падаешь не туда? О. Так. Опа-па-па-па-па. Вот это было сейчас бы да. Вот это бы, конечно, да. Но это же, конечно, нет.
Ну что за экстрим она мне устроила? Тетя. Тетя, дидада. Дидада. Уходи. Оп. Оп. Мой любимый шкаф. Надеюсь, она не догадается. А если догадается, то Габелла. ГГ. Да ладно, уходи. Do you think I won't find you? Конечно, я так Take думаю. care of your shadow. Все. Все, пошла. Балахоном подметать. А что там по квестам вообще? Дофига мусора и тележек. Да я, знаешь, лучше обойду, как я умею. А то так можно и подохнуть. Рядом с запиской лежит рецепт, который необходимо отнести. Откройте воду. Так, это понятно. Чтобы сбить кусок нужно спрятать и взорвать куклу. Затем его следует отнести в бункер. Хорошо. Так. Шлепала. А куда закладывать бомбу? Вот что я хотел узнать. Типа бомба у нас есть. Прекрасно. Куда ее закладывать-то? Она просто так вот... Ой, наверху, не впа. Ой. Да ты гонишь, серьезно. Да ты не может такого быть. Да не может такого быть. Офигеть, что происходит? Она вообще сквозь стены видит на километр. Монашку взорвать куклой? А сколько кукол у меня будет? 10? Давай взорвем. А он ее в смысле дропает как? Она там... У нее тайминг какой-то есть или что? Интересно, сколько кукол будет у меня? 10, 20, 40. Как взорвать монашку? Одна кукла. А как взорвать монашку? Хорошо. Как взорвать и монашку, и цель? Чтобы нормально было. Ты будешь за куклой ходить? Конечно буду. Типа каждый раз? Она не уйдет отсюда теперь? Перезарядить куклу динамитом? А монашка взорвется навсегда? Ушла? Еще сюда можно. На сколько времени взорвется монашка? Где-то ходит. Прикольно, что у нее хотя бы шаги здесь слышно. Активировать куклу. Что происходит? О! Как это работает? Я активирую куклу, положу куклу, да? Или что? Или как? Есть смысл взрывать монашку? И как это делается? Активирую, бросаю, она навсегда взрывается? И как долго будет лежать кукла до того, как взорвется? У нее есть тайминги? Господи, напишите, пожалуйста, в чат. О, не фана какая-то быстрая, ты чё? Не навсегда, так а нафиг надо тогда? Ой. Я тогда пошел куда-нибудь спрячусь лучше. Быстрей! Не навсегда. Как это работает? Прячься и активируй, не фаты. В смысле? И чё? Я буду с активированной куклой в шкафу, чтобы она здесь взорвалась или как? Я так не могу пока. И что будет? Я что-то просто боюсь, у меня последняя жизнь, я бы не хотел ее просто так взорвать у себя в руках. Он ее активирует и бросает или как? Когда будет рядом со шкафом, ты прячешься с шкафом, прячешь в шкаф и активируй куклу. Ага. Нифига себе. Я случайно не на ту кнопку нажал.
Сорян. Я понял. Так и нормально. Я нажал на ту кнопку. Просто у меня была кукла. Блин, ладно, окей. Вот так это работает. Это очень странно работает. Взорвать надо вот там что-то, правильно? Ага. Хорош, ага. Ну, а как ты хотел? Конечно, блин. Так, а что здесь? Да твою мать. Кто там орёт? Постоянно. Ага, молодец. Что, куклу? В смысле? А где кукла лежит? Кукла там, в смысле, осталась? Офигеть. Я вообще не понимаю, как это работает здесь. Какой-то код. Так, ща. А куда я пойду сейчас? В спортзал, кстати. Not bad. А как спрятаться? Вот так. Куклу возьми, она осталась, где ты взорвал. Я понял. Просто в моем понимании, когда кукла взрывается, от нее ничего не остается. Но, видимо, тут все иначе, да? А где? Где? О. Так-то и не понять. Ладно. То есть ее нужно дропнуть опять, да? Просто к динамиту? О! Опасно, да? Хорош. Хорош. Это было жирно. Блин, динамит так далеко еще. Ладно. Чик, тык, пык, оп. Активировать, взаимодействовать. Взаимодействовать. Что? А как? Активировать куклу. И чё? А так не работает. Ежми, я жму Е, и чё? Куклу можно активировать сейчас? Выкинь куклу. Выкинул куклу. Взял. Хорош. По-китайски, правда, ну ладно. Активируйся! Активируйся! Она не активировалась. Клянусь, я жал. Ничего хорошего, но кукла не активировалась. Я жал. Нажал Е, она ничего не сделалась. Я нажал левую кнопку, он выбросил. Ну и ладно, что теперь? Блин, одинаковые казни показали, да? Ничего страшного не произошло, я думаю. Мы зато на следующий раз уже будем знать, кого. Ну и пройдем. Получается, в этот раз нужно было на крышу убежать. Мы убежали. Только спас. Ну вот. Еще одна очередная условность, как говорится. Что там, мы что-то открыли? Это фигня, все, я понял. Ну, и хорошо. Спасибо тебе, дорогой зритель. И Genius Horror, и, собственно, Genius Horror, и Мартик, большое спасибо за помощь по разбирательствам в этой непростой, черт побери, игре. И все ссылки в описании под видео, к дискордике Стима. Не забывайте, мы там общаемся и в коопы добавляемся. И до встречи на следующем стриме. Пока.